Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. И в этом видео мы будем делать новую брошь под названием чертополох. Но прежде, как всегда, прошу подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Приступаем! Начинаем нашу работу с того, что запяливаем фетр. У меня это тонкий зеленый фетр толщиной 1 мм. И обводим выкройку. Для придания объема броши из другого, более толстого фетра, у меня это синий фетр толщиной 2 мм, вы можете взять любой, какой вам попадется под руку. Я вырезаю по выкройке еще дополнительный кусочек, один, а второй будет чуть-чуть поменьше, буквально на пару миллиметров он меньше. Снова на куске зеленого фетра вырезаю еще раз кусочек по выкройке. Этим кусочком мы будем закрывать синий фетр. Пока отложим эти заготовки и приступим к перу. У меня есть разные перья. Есть перья, которые пришиты на ленту, но цвет их мне не понравился, он не подошел для моей идеи. Мне нужны были яркие перья цвета фуксия или фиолетовые, и у меня нашлись вот такие вот перышки. Но поскольку их было совсем немного и они были слишком длинные, я решила поступить с ними следующим образом. Я разрезаю перо на две части, так будет проще. И начинаю потихонечку его распускать, делать вот такие маленькие пучки, промазываем их клеем и обматываем ниткой, чтобы плотно схватить. Из одного такого пера у меня получится много маленьких пучков, которые потом будет удобно пришивать. В конце тоже закрепляем клеем и даем подсохнуть. Если у вас есть фиолетовые перья на ленте, вы можете просто отрезать их вместе с ленточкой, пришить ленту к заготовке. Можно сделать не один ряд, а в несколько рядов, для того, чтобы перья выглядели гуще и объемнее. И обойтись таким способом. Из фиолетового фетра я вырезаю маленькую заготовочку и фиксирую ее на нашей основе при помощи ниток. У меня это нитки Гутерман. Вы можете взять любые швейные нитки, какие у вас имеются. Пришиваем аккуратно, соблюдаем границы, не выходим за край рисунка. Дальше. Хочу закрыть этот фетр при помощи ниток Мулине. У меня это фирма Bestex и это 611 цвет. Просто вот такими длинными стежками я полностью закрываю, чтобы не было никаких просветов. Теперь мы начинаем пришивать эти пучки. Делайте это просто обычными стежками. Можете просто обхватывать основание пучков, можете прям через пучок пройтись иголкой, чтобы уж точно зафиксировать его. И на небольшом расстоянии друг от друга я начинаю их закреплять.
И закрепляю все в конце дополнительно клеем. Заготовки, которые нужны для того, чтобы придать объем головке, мы сшиваем между собой и закрываем куском зеленого фетра сверху и по краю пришиваем мелкими стежками. Стараемся делать это аккуратно, не выходить за края рисунка. А помимо этого прячем кончики пучков из перьев. Далее, теперь нам надо будет оформить основную часть, то есть головку. Нам понадобится много разной канители. У меня это и мягкая канитель, глянцевая, и фигурная канитель, и трунцал. Я не хочу делать цветок полностью зеленым, я хочу добавить разных оттенков и цветов, поэтому помимо зеленого цвета я буду использовать и фиолетовый, и синий. Фиолетовый цвет будет пришит у нас ближе к оголовку. Да, есть такое слово. Я специально полезла в книжки по ботанике. К оголовку, где находится сам цветок, поэтому мы и будем пришивать именно фиолетовый там. А внизу, как бы имитируя подобие тени, мы будем пришивать кусочки синей канители. Нарезаю я все на глаз. Вы, конечно же, можете воспользоваться тем способом, который я показывала в другом видео, как правильно нарезать канитель одинаковыми кусками. Но я считаю, что это не принципиально в данном случае. Можно нарезать и на глаз. А можно, конечно, заморочиться и сделать все кусочки идеально одинаковыми. Это уже на ваше усмотрение. Длина кусочков у меня ориентировочно 1 см, какие-то чуть длиннее, какие-то чуть короче. Это тоже не принципиально. Нанизываю кусочки канители или трунцала на мононить, просто как обычный стеклярус или бусину. И начинаю потихонечку пришивать от низа к верху. В промежутке между первым рядом я начинаю добавлять канитель других цветов, и это уже получается у меня второй и третий ряд. И таким образом я перехожу к середине и далее к верхней части головки этого чертополоха. Если где-то торчат какие-то неудачные моменты, мы их подрезаем и корректируем. Если у вас нет такого количества канители или таких цветов, вы можете использовать те, что у вас имеются в запасе. Можно даже применить сюда золотую канитель, никто вам не запретит, или коричневую, или бронзовую. Можно вообще канитель не применять. Все зависит от вашей фантазии и желания. Можно пришить туда бисер или использовать мулине. Для удобства работы нужно будет достать заготовку из пялец. Дальше я хочу сделать красивую висюльку. И для этого мне понадобится золотой пин. У меня он длиной порядка 3-4 сантиметров. На него я нанизываю шапочку для пина. Затем у меня идет серая такая дымчатая жемчужина Сваровски диаметром 5 мм. За ней идет снова шапочка для пина и еще 2 жемчужины Сваровски 4 и 2 мм. Вы можете использовать любые бусины, которые у вас имеются в арсенале. Можете использовать жемчуг настоящий. Если не хотите, можете не применять это вообще. Это все на ваше усмотрение. Круглогубцами я делаю колечко на конце этого пина. Затем, чтобы прикрепить эту конструкцию к броши, мне понадобится еще дополнительное колечко, которое я пришью к изнанке при помощи мононити. Сцепляем это колечко вместе с нашей подвеской и пришиваем к броши. К сожалению, в этот момент моя камера решила, что ей стоит передохнуть,
и кусочек видео у меня не сохранился. Обнаружила я это очень поздно. Но я думаю, что вы справитесь, сложного здесь ничего нет. Вырезаем чертополох по краю, оставляя буквально 1 мм, чтобы было где нам пришивать потом бисер. Вырезаем чертополох, отступая от контура буквально 1 мм. На заднюю поверхность наносим клей и прижимаем картонную основу, которая будет держать эту конструкцию. Стараемся не зацепить перья и вообще лучше часто их руками не трогать, чтобы они не испачкались. Затем из зеленого фетра мы вырезаем изнанку. На изнанке сделаем разметку, куда у нас будет крепиться застежка, и делаем небольшие надрезы. Протаскивать булавку надо острым концом вперед, чтобы отверстия оставались небольших размеров, чтобы не растягивать отверстия. Для надежности промазываем фетр и булавку небольшим количеством клея. На картонную заготовку также наносим клей и аккуратно прикладываем изнаночную часть броши. Прижимаем, но не сильно. Даем время, чтобы клей схватился. И начинаем закрывать край броши. Я решила, что мы используем нитки мулине темно-зеленого цвета под цвет фетра. О том, какими еще способами можно закрывать край броши, у меня есть отдельное видео. Вы можете посмотреть и выбрать любой другой вариант, который вам понравится. Ссылку на видео я прикреплю в подсказках на экране. В конце я прячу нитки в стежках, чтобы не было видно и чтобы брошь не распустилась. В итоге у нас такая вот прелесть получилась. Надеюсь, что видео вам понравилось, у вас получится замечательная брошь. Не забудьте о подписке, о лайке, поделитесь этим видео со своими друзьями и смотрите другие мои видео, я очень старалась. Всем хорошего настроения, целую всех, пока!